Глава 112. Селянь. Где же он? Троица вошла в комнату, но помещение оказалось пустым. Все сокровища до сих пор лежали на своих местах, но стоило двери открыться, и магическое поле стало бесполезным. Селянь позвал в сети духовного общения: «Ваше превосходительство, повелитель ветров». «Где вы?» По дороге сюда, поскольку они спешили, а Ши Цинцюань меж тем находился в состоянии крайнего волнения, Селянь сам предложил ему пока что сесть и погрузиться в медитацию, чтобы успокоиться, при этом не разговаривать и не думать о лишнем, чтобы самого себя не пугать. Ши Цинцюаню предложение показалось дельным, поэтому он постепенно перестал отвечать, а не замолк внезапно, поэтому принц не заподозрил ничего странного. Но теперь, как бы Селянь ни звал, тот не откликался, и в душе принца зародилось недоброе предчувствие. Поскольку существовало лишь два объяснения происходящему, либо Ши Цинцюань намеренно не отвечал, либо он уже находился без сознания. Селянь использовал для создания поля более десятка редчайших сокровищ, что носил при себе повелитель ветров, никакая тварь не могла с легкостью сломать защиту извне. Но даже если бы смогла, как и сказал Ши Цинцюань, на это понадобилось бы, по крайней мере, 3 дня и 3 ночи, и, кроме того, наверняка остались бы следы применения грубой силы. Однако сейчас все окна и двери строения находились в полном порядке, а также не наблюдалось подземных ходов или лестниц. Селянь вернулся к двери, поднял упавший на землю золотой замок и внимательно его осмотрел, затем заключил: он действительно сам открыл дверь. Но ведь спасительный отряд был уже на подходе, что могло заставить его избрать опасный путь в самый последний момент. В голове Селяня роились вопросы без ответа. Он обещал, что не откроет дверь никому, кроме нас. Что же могло заставить его сделать это? Мин и мрачно произнес: возможно, он решил, что мы как раз и пришли. В голове Селяня тут же возникла такая смутная картина. К маленькому зданию подходят трое, выглядящие как он сам, Хуачен и Мин, и стучат в дверь. Ши Цинцюань, вне себя от радости, открывает им и выбегает навстречу, после чего трое союзников окружают его, а на их лицах проявляются зловещие ухмылки. Золотой замок падает из рук Ши Цинцюаня к его ногам, но подобрать вещицу уже некому. Принц сразу покачал головой: не может быть. Не слышал о способности башка пустослова принимать чужой облик. Мин и ответил: возможно, он позвал кого-то на помощь. Селянь, подумав, отверг и это предположение. Сегодня мы столкнулись с несколькими происшествиями, каждое случилось неожиданно. Мы и сами не могли предположить, что придется запереть его превосходительство здесь, оградив магическим полем. И божок-пустослов, должно быть, не имел возможности так быстро найти демонов, которые вызвались помочь. К тому же, мы разве не сказали повелителю ветров, что перед приходом оповестим его через сеть духовного общения? Настоящие мы или нет, проверить легко. Неужели он столь легко попался на удочку, как вдруг Селянь замер и пробормотал: разве что. Его попросил открыть дверь кто-то, кого он знал. Мин, и кого он знал? «С чего вы это взяли?» — как вдруг Хуачен произнес. У него были заткнуты уши, он не мог слышать. Селянь сразу схватился за него. «Сань Лан, верно сказано. Именно поэтому я и пришел к выводу, что это был кто-то знакомый. Поскольку повелитель ветров с затычками в ушах не слышал никаких звуков из внешнего мира. Если только он вынул затычки, но разве он мог? Он до смерти боялся, поэтому точно не мог. Значит, заставить его обманом открыть дверь существовал только один способ. Заклинание духовного общения. Селянь быстрыми шагами прошелся по комнате. Получается, пока мы направлялись сюда, кто-то тайно связался с его превосходительством и сказал ему что-то такое, что заставило его самого открыть дверь. И если это кто-то незнакомый, он бы наверняка не мог узнать пароль для духовной связи с повелителем ветров, поскольку пароли небожителей держатся в строжайшем секрете, и посторонним крайне сложно их заполучить. Тем более таким тварям, как истинный божок-пустослов. К тому же, повелитель ветров наверняка очень доверял тому, кто пришел за ним. Иначе он бы не стал бездумно открывать ему. Хуачен произнес: или же он вовсе не знал того человека,
но зато тот человек знал его очень хорошо и сказал что-то такое, что заставило повелителя ветров открыть дверь. Селянь старательно обдумал этот вариант и ответил: теоретически, зная пароль для духовного общения, можно связаться с повелителем ветров. Но разве его превосходительство не счел бы странным, заговори с ним кто-то совершенно незнакомый? Думаю, услышав незнакомый голос, он бы немедля сообщил нам. Разве что. Таинственная личность, которая связалась с ним, первым делом сказала что-то такое, что его потрясло. Но что это могло быть, Мин и предположил: угроза, Селянь, чем он мог пригрозить? Если не выйдешь, я скажу твоему брату, что снова привязался к тебе. Он тут же отверг этот вариант. Не похоже. Истинный божок-пустослов не мог знать наверняка, что именно заботит Ши Цинсюаня. К тому же он ведь не из небесных чиновников, как бы ему удалось немедля доложить о своем существовании повелителю вод. Спасательный отряд находился лишь в часе пути от него, Ши Цинсюань ведь вполне мог подождать. И еще большой вопрос, смогла бы тварь справиться с повелителем вод. Не забывайте, что он все время охотился только за Ши Цинсюанем, но не приближался к Шиуду, выбрал мягкую хурму, чтобы легко раздавить. Вполне вероятно, что он и сам очень боится повелителя вод, поэтому не стал бы лезть на рожон. Мин и предложил: и все же, давайте поищем еще час. Селянь понял, о чем он говорит, и кивнул: хорошо. Но если через час мы его не найдем, неважно, как сильно протестовал повелитель ветров, все же придется уведомить повелителя вод. Разделимся. Мы поищем в этой стороне, а вас попрошу взять на себя эту сторону. Мин и сразу развернулся и направился в указанном направлении. Селянь во время поисков не оставлял надежды и все продолжал звать Ши Цинсюаня в сети духовного общения, но отвечала ему лишь мертвая тишина. Хуачен спросил: ну что? Селянь покачал головой: совсем ничего. Нехорошее предчувствие в его душе все росло. Они переворачивали вверх дном одно строение за другим, одну комнату за другой, и уже обыскали почти все помещения в округе, однако не нашли и следа пропажи. Вскоре поиски привели их к самому высокому строению, башне, которая венчалась открытой террасой. Очевидно, именно этой постройке отводилась главная роль в окружающем архитектурном ансамбле. Центральный элемент, который бесчисленное множество раз реконструировали, при этом оставался великолепным и внушительным. На стенах во множестве мест даже красовались стихотворные строки. Подняв голову, Селянь увидел табличку «Башня пролитого вина» и невольно спросил: «Молодой господин проливает вино?» Хуачен ответил: «Верно. Именно здесь когда-то молодой господин пролил вино». Селянь посмотрел на него: «Так значит, оно и правда связано с ним». Хуачен утвердительно хмыкнул и вкратце рассказал принцу, что по легенде, когда Ши Цинсюань еще был простым смертным, после занятий медитациями в процессе самосовершенствования он часто приходил сюда испить вина, а после в охмеле устраивался на высокой террасе в веселом и непринужденном настроении. Однажды под высокой башней оказался местный самодур, который частенько мучил народ своими деяниями и как раз обижал честный народ. Ши Цинсюань, увидев его сверху, небрежно махнул рукой и выплеснул лучшее вино из своей чарки, применив магию, да так, что поток низвергся ровно на голову самодуру, отчего тот упал, оглушенный ударом. Впоследствии, когда Шиуду избрал Ши Цинсюаня себе в помощники, тот не изменил привычкам, исполненный симпатией к миру смертных, он продолжал приходить сюда и пить вино. В день своего вознесения он как раз этим и занимался, сидя на террасе. И хотя вознесение во время распития вина звучит немного абсурдно, на самом деле ничего страшного в этом не было. Иногда судьба настигает человека в самые неожиданные моменты. Селянь вообще вознесся во сне, не успев ничего понять. Вполне возможно, что когда-нибудь появится небесный чиновник, вознесшийся во время справления нужды. Наверняка будет та еще удивительная картина. В общем, писатели и поэты издревле более всего обожают именно такие места, где случались занятные истории, откуда пошли легенды. И именно здесь их всегда настигает вдохновение, так что кисть парит без остановки, выражая талант, обращенный к бессмертным богам. Селянь понял,
это место являлось достопримечательностью, и если ночью оно пустовало, то завтра, когда немало посетителей в ужасе обнаружат беспорядок в домиках и поваленные ветром деревья, то округу огласят крики о том, что это повелитель ветров явил свою божественную сущность. Однако картина «Молодой господин проливает вино» все же оказалась не совсем такой, какой ее себе представлял Селянь. Неожиданно до него донесся мрачный голос Хуачена: «ГГ, мне нужно отлучиться, кое-что уладить. Будь крайне осторожен, пока меня не будет, а я скоро вернусь». Селянь подумал, что именно уладить. Припомнив гнев в голосе Хуачена, который принц слышал в сети духовного общения, и прибавив к этому его недоброе выражение лица, Селянь предположил: «Ты отправишься искать истинного башка-пустослова?» Хуачен, помедлив, ответил: «Нет». «Что ж, если нет, то излишние вопросы неуместны». Селянь кивнул: «Ты ведь присоединился к нам ради забавы, и раз у тебя возникли дела, иди, не стесняйся. Главное, сам будь осторожен». Хуачен ответил: «Ага». Помолчав, он добавил: «Когда вернусь, кое-что тебе скажу». Селянь замер, с его губ сорвалось, что, однако, Хуачен уже исчез из поля зрения. По истечении часа Селянь, который так ничего и не обнаружил, позвал в сети духовного общения: «Ваше превосходительство, повелитель земли. Как ваши успехи?» «Я здесь ничего не нашел, уже направляюсь обратно». Минный тоже ответил: «У меня ничего». Селянь сказал: «Так не пойдет, я больше не могу ждать. Собираемся на башне пролитого вина, я прямо сейчас оповещу его превосходительство, повелителя вод». С такими словами он тут же мысленно произнес пароль для связи с Линвэнь и спросил: «Линвэнь здесь? Ты можешь помочь мне найти его превосходительство, повелителя вод? Прошу, передай ему, что дело крайне срочное, и чтобы он прибыл встретиться со мной на башню пролитого вина». В голове принца послышался звучный мужской голос. Очевидно, сейчас Линвэнь пребывала в мужском обличии. Он произнес: «Ваше высочество, наследный принц. Его превосходительство, повелитель вод, как раз рядом со мной. Но он редко куда-то выходит, не думаю, что он сможет спуститься. По какому делу вы ищете его? Я могу передать». В это время Селянь уже почти дошел до самой башни пролитого вина и вдруг увидел, что на краю террасы что-то развивается от ветра, похожее на кусок белой ткани. Селянь озадаченно подумал: разве раньше там было что-то подобное? Подойдя еще ближе, он наконец разглядел, что это верхнее одеяние Ши Цинсюаня. В тот же миг Мин и прокричал в сети духовного общения: «Ваше высочество! Сейчас же идите к самому высокому зданию башни пролитого вина, скорее». Селянь встрепенулся, и тут же Линвэнь позвала его: «Ваше высочество! Вы еще здесь, Селянь? Скорее скажите, чтобы он спускался». Беда с повелителем ветров. С таким криком он ринулся наверх, но ответа ему не последовало. Должно быть, Линвэнь, напуганная словами принца, поспешила рассказать обо всем Шиуду. А на высокой башне, прямо в центре, лежал человек. И это был Ши Цинсюань. Глаза Ши Цинсюаня были закрыты, на теле никаких видимых повреждений, ни следа крови. Другой человек приподнял его, это был Мин. Ши Цинсюань в полностью бессознательном состоянии сел, и что-то выпало у него из-за пазухи. Селянь пригляделся, и сердце его болезненно сжалось. Это был разорванный пополам веер повелителя ветров. Редчайший артефакт высшего ранга, который и за несколько сотен лет не создать, и к тому же сильнейшее оружие повелителя ветров, оказался вот так уничтожен. Селянь воскликнул: «Но только что, когда мы приходили сюда, здесь точно никого не было». Тут же принц заметил еще кое-что необычное. Ранее, когда они с Хуаченом осматривали башню, видели на стенах немало стихов, написанных талантливыми поэтами, изящных, ветреных, серьезных, но теперь все они исчезли, будто кто-то стер их, лишь проведя пальцем. Остались лишь строки из 8 слов кроваво-красным нормативным шрифтом, которых ранее не было и в помине. Строки еще истекали кровавыми каплями: «Не видать хорошего начала, не видать хорошего конца». Тот самый приговор, что истинный божок-пустослов вынес Ши Цинсюаню в день его рождения. Неожиданно Мин и спросил:
«Ваше Высочество, а где тот, что был с вами?» Селянь замер и подумал, вот беда. Сань Лан покинул меня именно в такой момент. Стоило Хуачину отлучиться от Селяня, и с Ши Цинцюанем произошло несчастье. Вот уж поистине, как теперь оправдываться. Однако Селянь остался невозмутимым и со всей серьезностью ответил: «Я попросил его помочь нам разыскать местонахождение истинного башка-пустослова». Мин, когда он ушел, Селянь, не дрогнув мускулом, ответил: «Вот только что, должно быть, не больше четверти часа прошло». На самом деле, разумеется, прошло гораздо больше времени. Но Селянь нисколько не сомневался в Хуачине и, конечно, не собирался давать другим повода в нем усомниться или порождать лишние подозрения. Внезапно с небес послышался отдаленный звук грома, а затем в ночном небе показалась золотая колесница, запряженная 8 лошадей. Прорываясь сквозь облака, она на всех парах неслась к ним. Поскольку не представлялось возможности воспользоваться сжатием тысячи, Шиуду решил приехать прямо на золотой колеснице. Надо сказать, что в пути золотая колесница, запряженная медными скакунами, поражала величием и масштабами. И если сейчас кто-то из смертных, кому не спится ночью, решит посмотреть на звездное небо и увидит эту поразительную картину, в мире людей непременно поднимутся пересуды, что водяной самодур поистине не страшится ничего на свете, творит, что вздумается. Увидев приближающуюся во всей красе золотую колесницу, Селянь тут же обратился к повелителю земли: «Ваше превосходительство, если вдруг небесные чиновники станут вас расспрашивать, прошу, не упоминайте градоначальника Хуа, хорошо?» Многие небожители, едва услышав его имя, так и норовят приукрасить факты да выдумать небылицы. Он к случившемуся не причастен, поэтому не стоит упрощать такое сложное дело. Минный глянул на принца и ответил: «Хорошо», вот так просто взял и согласился, затем вновь склонился над Ши Цинцюанем. Селянь вздохнул с облегчением, но его сердце вновь с тяжестью опустилось, стоило ему взглянуть на неподвижного повелителя ветров. Золотая колесница, грохоча на всю округу, вскоре приземлилась, оставив за собой клубящийся след благовещей дымчатой зари. При колеснице находилась целая группа младших небожителей, а из самой колесницы уже спускались трое — Шиуду, Пэймин и Линвэнь. Из десятки лучших на Перу в честь середины осени явились сразу трое. Разумеется, Селянь давно позабыл, что сам в той десятке занял первое место. Шиуду, хмурый как туча, отбросив полы одеяния, с мрачным видом сошел с колесницы и, держа в руках веер повелителя вод, поднялся на башню. Пэймин и Линвэнь последовали за ним. Едва увидев лежащего на земле словно труп младшего брата, Шиуду мгновенно изменился в лице и бросился к нему, восклицая: «Цинцюань! Цинцюань! Что здесь произошло?» Селянь ответил коротко и ясно: повелитель ветров повстречался с истинным башком-пустословом. Шиуду, не в силах поверить, переспросил: «Что ты сказал?» Истинный божок-пустослов, услышав о твари, не только Шиуду, но и Пэймин и Линвэнь переменились в лице. Как видно, они давно были наслышаны об этой язве, что мучила Шиуду. Однако, глядя на их лица, Селянь не смог распознать, кто притворяется, кто же на самом деле. В душе возрадовался, оба выглядели весьма натурально. Особенно Шиуду, он точно не смог бы так сыграть. Линвэнь вынула из рукава целую гору бутыльков и склянок и протянула ему: «Дай ему каждое по очереди». Пэймин же обратился к принцу: «Ваше Высочество, это снова вы?» Селянь ответил: «Что поделать, во всех чертогах верхних небес одни и те же лица». Пэймин: «Кажется, каждый раз, когда я вижу вас, где-то поблизости прячется еще один. Только не говорите, что и на этот раз тоже». Селянь равнодушно заверил: «Нет, нет. Разумеется, нет». Он лгал, не моргнув глазом, но Мин и в действительности сдержал обещание, не произнес ни слова. Пэймин также больше ничего не сказал, только махнул рукой и вместе с подчиненными отправился осматривать окрестности. Выходит, хорошо, что Хуачен на время отлучился, по крайней мере, его не застали на месте происшествия. Шиуду никак не мог разбудить Ши Цинцюаня,
но тут вдруг случайно бросил взгляд на белоснежную стену, где красовались кроваво-красные слова. Его лицо, сделавшееся еще белее этой стены, вмиг перекосило, и, казалось, от гнева повелителя вод всего затрясло. «Кто это написал? Кто написал?» — заорал он. Несмотря на крик, его голос едва заметно дрожал. Внезапно Лин Вэнь произнесла: «Его превосходительство очнулся». Селянь тут же опустился рядом. «Ваше превосходительство», и в самом деле Ши Цинсюань медленно открыл глаза. Шиуду одним движением оттолкнул всех прочих и воскликнул: «Цинсюань, как ты? Где-нибудь болит? Кто сделал это с тобой?» Ши Цинсюань некоторое время пребывал как в тумане, однако постепенно его взгляд прояснился. И когда это случилось, первым, что он увидел, было лицо Шиуду. Далее произошло то, чего никто не ожидал. Он с силой оттолкнул брата, схватился за голову и зашелся страшным криком: «А-а-а!»